Всем привет! С вами Алла. Давайте посмотрим, какая женщина ждет с вами встречу. Итак, выбирайте первый или второй вариант. Вот эта колода будет первый вариант, эта колода будет второй. Так, ну что, поехали. Аркан влюбленная. Женщина занята. Значит, у кого-то отыграется, что женщина либо замужем, либо вы влюбились в женщину, у которой есть отношения. Расклад общий, поэтому я буду рассказывать описание женщины, а вы уже будете сами понимать, будет с вами резонировать этот расклад или нет. Напоминаю, что это общее гадание. Вы у меня можете заказать личное гадание для себя. Так, а если мы говорим о общем раскладе, то женщина здесь темная лошадка. Что это значит? Это значит, что если вы недавно познакомились, и женщина ведет себя как-то странно, например, вечером трубку не берет, на выходных она все время занята. Здесь нужно задуматься, действительно ли эта женщина свободна. Потому что карты говорят, что женщина здесь что-то скрывает. С одной стороны, вот если описывать его по характеру, вы могли заметить, что женщина немножко дерганая. Вот когда вы общаетесь, такое ощущение, что она постоянно как-то, знаете, вот как бы встревожена чем-то. Вот как будто человек не в расслабленном состоянии. Как будто человек постоянно находится в каком-то ожидании. Может быть, вы даже замечали, что когда звонит телефон, она как-то резко дергается или как-то странно себя ведет. По характеру здесь человек какой-то немножко резкий, дерганный, какой-то такой нервный. Хотя визуально здесь женщина может быть, вот производить впечатление женщины с хорошей самооценкой, уверенная такая, статная женщина, такая, знаете, умная. Но вот мужчину здесь может не покидать ощущение, что что-то здесь не то. Также расклад подойдет для тех, у кого, например, вы расстались со своей женщиной, и прошло какое-то уже длительное время. И сейчас, например, женщина с вами вышла на связь, или вы с ней вышли на связь, ну, в общем, вы начали как-то опять общаться. И вот вы могли заметить, что что-то не то. Вот как будто между вами в воздухе вот есть что-то недоговоренное. Вот как будто есть какая-то тайна. И тут, ребят, реально тайна есть. Значит, смотрите, если это ваша бывшая, с которой вы сейчас, например, помирились или начали опять общаться, здесь женщина немножко сидит на двух стульчиках. Это про то, что, смотрите, чувства есть к вам, но тут явно еще есть кто-то. И женщина пока она не может определиться, вот с кем она хочет быть. То ли с вами, то ли с тем другим мужчиной. В чем твои сомнения?
тот второй мужчина, он какой-то более такой яркий, харизматичный, может быть, такой хамовитый немного. Такой, знаете, брутал. И у женщины здесь может быть такое, знаете, какой-то внутренний раздрай. С одной стороны, сердечно ее тянет к вам, а с другой стороны, как бы так покорректнее это выразиться, гормонально тянет к тому другому. И вот на сейчас она никак не может понять, что же ей делать. Поэтому здесь женщина может как бы мириться с вами, потому что она хочет с вами отношения вернуть. Но и при этом ее тянет туда, в те отношения. И что делать? Ну, ребят, тут надо ставить какие-то условия. Так больше нельзя. Так больше нельзя, потому что женщина здесь какая-то странная, мягко говоря. Она сама не может понять, что она хочет. И если здесь как-то жестко не поставить перед фактом, что выбирай, или я, или он, или там вы какие-то свои условия, например, выдвигаете, то здесь вы, конечно, можете еще очень долго в этом вариться. Но такие условия здесь можно ставить только тогда, когда вы действительно готовы ее потерять. Это, знаете, когда на чаше весов, с одной стороны, вы понимаете, что, ну да, как бы страшно ее потерять, потому что вы ее любите. А с другой стороны, ну окей, пойдете вы на ее условия, и что? И как вы будете с ней в отношениях, если вас не устраивает присутствие еще другого мужчины? Поэтому здесь нужно внутренне потерять эту женщину для того, чтобы дать ей понять, что вы не пойдете на те условия, которые она вам выдвигает либо, как говорится, в лоб, либо каким-то косвенным путем. Так что, единички, вот такой был ваш вариант. Кому нужен личный расклад, обращайтесь. Контакты мои на экране. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, а мы идем дальше и смотрим второй вариант. Женщина очень замкнутая. Такая не особо она тут идущая навстречу вам. Здесь это либо новое знакомство подойдет, либо женщина, с которой вы давно в ссоре, и сейчас, например, вы пытаетесь ее вернуть. Значит, смотрите, женщине что-то от вас нужно, особенно если это ваша бывшая жена, либо бывшая любовница. У кого-то отыграется, что нужна ваша материальная помощь. У кого-то отыграется, что нужна какая-то ваша, в принципе, помощь. Отвести, что-то достать, там, чем-то помочь, не знаю, решить какие-то проблемы. С одной стороны, здесь женщина как-то, знаете, вот зла на вас, и женщина как бы не особо-то хочет возвращаться в эти отношения. С другой стороны, она понимает, что вы ей очень нужны в каких-то вопросах.
Знаете, вот вы как, не знаю, палочка-выручалочка, скажем так. Вот она понимает, что любой ее запрос, любая ее проблема, она вами может решиться. А для нее это вот самый основной показатель. Вот она мужчин меряет тем, насколько мужчина может быть вот таким решателем проблем. Насколько у мужчины есть связи, или есть возможность решать проблемы, или насколько мужчина вот такой, знаете, как умеющий разрулить любые проблемы, которые возникают. Вот для него мужчина, который может решить любые проблемы, это вот прям образ идеального мужчины. И вы тут, видимо, можете разрулить эти проблемы. Но здесь, ребят, проблема в том, что разрулить-то вы можете проблемы. Но, видимо, характер у вас еще тот, с ее точки зрения. То есть она вас видит каким-то жестким, холодным, таким, знаете, авторитарным. Ну и она сама такая. Здесь, видимо, у вас битва характера идет. Это когда, с одной стороны, она понимает, что вы классный, и вы вот тот, которого она всегда, наверное, и хотела, что вы мощный в ее понимании. Такой, знаете, мужчина решала. Но при этом же, при всем, она сама такая барышня с очень мужским характером, и, видимо, вы постоянно в отношениях бодались, или даже сейчас бодаетесь, кто кого победит. Вот у вас тут какая-то незримая есть игра, вот какое-то незримое соперничество между вами. Знаете, с одной стороны, вот ей это даже нравится, что вот вы такой, который ей не поддается. С другой стороны, ее это все бесит и злит. И поэтому тут, конечно, странная такая штука. Меня к тебе очень тянет, я тебя считаю сильным мужчиной. Ну, блин, как же ты меня раздражаешь, что тут про это. Хорошо, а зачем тебе встреча? Соскучилась. Да, здесь у многих отыграется, что соскучилась, гормоны играют, хочется как бы романтики, особенно если это новые отношения. Здесь вы могли очень давно уже не видеться, и поэтому здесь она, конечно, в предвкушении вашей встречи. Но при этом, знаете, женщина здесь очень сильно авторитарная. Вот ей все хочется, вот как она сказала. И при этом она же уважает вас за вашу силу характера. Но и при этом же ее это раздражает. По этой причине вы можете бегать туда и сюда обратно. То вы вместе, потом вы опять расстались. И она может вам говорить «я тебя люблю», а потом вытворять какие-то вещи, после которых вы опять расстаетесь. На самом деле, ребята, она никак не может примириться с тем, что у вас такой же характер, как и у нее. И она не понимает, как адаптировать себя к вашему характеру. Вот такая вот здесь история у двоек. Чувства есть, но тут очень большая битва двух эго.
Знаете, одно дело, когда вы просто любовники, и другое дело, когда вы живете вместе. Вот когда вы вместе, думаю, вам хочется поубивать друг друга, потому что вы очень сильно похожи. Причем похожи своими теневыми сторонами, своими вот этими плохими качествами характера. Вы тут как будто копирка друг друга. И она это понимает, и ее это раздражает. Потом пока что она не знает, как ей быть. Пока человек думает о том, что я хочу с тобой встретиться. Что будет потом, я пока не знаю. Но вот пока хочу тебя видеть. Так что, двойки, вот такой расклад. Кому понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Всем пока!